Интересно, сколько из вас смотрит это видео под шум прибоя, лежа на песке или в шезлонге, в общественном месте, и из одежды на вас только маленький кусочек лайкры и панамка. И вы не чувствуете при этом никакого смущения. Хотя, к примеру, еще во времена Антона Павловича Чехова такое поведение для взрослого нормального человека было бы абсолютно невозможным. И если бы вы попытались провести свободный день, развалившись в одном из подням у кромки большого водоема, время от времени с визгом забегая в воду, вас немедленно бы арестовали и, возможно, госпитализировали. Примерно так же, как если бы вы сейчас попробуете искупаться в городском фонтане. Пляжный отдых и все, что с ним связано – купание, загар, шезлонги и зонтики, серфинг и водные лыжи, морские курорты, сама идея, что можно провести отпуск, добровольно лежа на земле у воды в полуголом виде на глазах сотен посторонних людей – все это продукт 20 века и коренных изменений сразу в нескольких областях жизни, вызвавших перемену мировоззрения у огромных народных масс. Развитие медицины, изменения в морали, развитие транспорта и индустрии, изменение образа жизни горожан. Все это привело к тому, что мы теперь всю зиму с тоской мечтаем о песочке, прибое, глупой панамке и коктейле со льдом. О пляжном отдыхе, немыслимом до самого начала 20 века. Вплоть до конца XIX века пляж еще не был особым отдельным местом отдыха. То, как мы сейчас проводим время на пляже, тогда было допустимым и доступным, разве что для мальчишек из простых семей. В Томе Сойере описывается, как Том с друзьями уплыли на плоту или стыренной лодке на остров, где они разделись догола, вымазались глиной и весь день играли в индейцев, бегали, плавали, ловили рыбу, а потом жарили ее на костре. Пацаны из простых семей. Приличные детки, так же, как и все взрослые, так свой досуг не проводили. Люди, в принципе, могли отдыхать у воды. Они удили рыбу, катались на лодках и яхтах, гуляли по набережной, дышали здоровым морским воздухом, слушали оркестр на променаде, рисовали морские пейзажи акварелью, просто сидели в шезлонгах под зонтами, общаясь и слушая рокот волн. Полностью одетыми. Никто не валялся на песке в голом виде. Максимум могли снять перчатки. Редкие фанатики здорового образа жизни приходили поплавать. Раздевались, рысью забегали в море, отмахивались саженками километр, вылезали, вытирались и бегом домой. Мужчины, разумеется, о порядке дамских купаний я расскажу отдельно чуть позже, с плаванием оно не имело никакой связи. Мало кто вообще тогда умел плавать. До начала 20 века плавание не было таким обычным распространенным навыком, как сейчас. Большинство моряков не умели плавать. Я не полезу в эту лодку. Тебе и не нужно, встретимся через несколько дней. Ты же знаешь, что я не умею плавать. И поэтому у нас лодка. Что же произошло с человечеством на рубеже веков, что вызвало к жизни совершенно новый суперпопулярный вид досуга? Сразу несколько вещей. Одним из радикальных изменений в общественном сознании было переосмысление отношения к загару. Буквально до начала 20 века культурная публика загар не любила. Причем не только западная, на Востоке были те же самые стереотипы. Посмотрите хотя бы на традиционный макияж гейш. Загорелая кожа ассоциировалась с тяжелым физическим трудом на свежем воздухе. Признаком высокой культуры была бледность и отсутствие веснушек. Дамы шли на все, чтобы уберечься от загара. Даже летом они носили платья с длинными рукавами, перчатки, широкополые шляпы, таскали с собой зонтики и применяли кремы для отбеливания кожи, некоторые из которых содержали свинец. И так было практически до самых 20-х годов, до того момента, когда люди вдруг уверовали в загар, и у дамских шляпок отсохли поля. Но изменения начались раньше. В XIX веке индустриализация загнала городских бедняков в тень многоэтажных домов и под крыши фабрик и заводов.
Бледность и хрупкость перестали быть привилегией богатых барышень и начали ассоциироваться также с трущобами, 16-часовым рабочим днем и чехоткой. Врачи начали подозревать, что солнечный свет полезен для здоровья взрослых, а для нормального роста детей так и прямо необходим. Ничего про витамин D и вообще о роли витаминов тогда не знали. Но было замечено, что регулярные прогулки на солнышке могут предотвратить рахит у детей, что солнце полезно выздоравливающим от легочных болезней. А в 1903 году Нильс Финсен получил Нобелевскую премию по медицине за изобретение фототерапии, лечение кожного туберкулеза ультрафиолетом. Солнечные ванны, гелиотерапия начали считаться целебными, и санатории обзаводятся соляриями на крышах. Но чтобы загар стал не только полезным, но и модным, Коко Шанель пришлось легкомысленно загореть в круизе в компании ее тогдашнего хахаля герцога Вестминстерского. Фотографии Шанель, высаживающейся на берег в Каннах в конце лета 1923 года, загорелой, моложавой в свои 40 лет и супермодной, облетели весь мир, создав прецедент. В головах широкой публики появляется связка «загар – светская жизнь». Внезапно оказалось, что загар сигнализирует о большом количестве свободного времени и денег, о том, что вы проводите лето не в душном офисе или дома на кухне, а на палубах шикарных яхт и на теннисных кортах. Активный отдых решительно вытесняет из моды культурный отдых. В музеи и театры можно и зимой походить, летом же нужно полной грудью дышать воздухом и впитывать целебные солнечные лучи. Мода на загар в значительной степени была связана с модой на латиноамериканских любовников и вообще на все латиноамериканское. Смуглая кожа начала ассоциироваться с сексуальностью, витальностью, общим смелым экзотическим образом жизни – коррида, фламенко и прочее оле. Бледные романтические герои совершенно выходят из моды. Этот длинный тренд достигнет своего пика к середине 20 века. Посмотрите на голливудских звезд той поры. Они же коричневые, как кожаные кресла. Но уже в 20-х годах флапперы и их кавалеры толпами повалили на пляжи, где их начали арестовывать за непристойный внешний вид. По мере того, как отношение к солнцу менялось, купальники претерпевали настоящую революцию. В 1900 году женский купальный костюм еще представлял собой такое платьице до колен с глухим воротом и спортивным корсетом под низ. Корсетом, вы не ослышались. Просто вместо стальных косточек в нем были вшиты крепкие шнуры, делавшие корсет мягче и нержавеющим. Под платье надевались блумерсы, чулки и тапочки на завязках. И на голову что-нибудь, шляпку с узкими полями или чепец. Вы же не собирались каждый раз после этого мыть волосы? Все 1,5 метра. В этом костюме плавать было нельзя. Он был из тонкой шерсти. И те, кто вручную стирает свитера, прекрасно знают, какой тяжелой становится шерсть, намокая. Мокрый купальник весил до 4 килограмм и сильно путался в ногах. Прекрасные купальщицы не плавали, они бродились по воде, до которой нужно было еще добраться. Вы не могли легко и быстро переодеться в этот, с позволения сказать, купальник. Для этого был специальный фургон, купальная машина на колесах, в которую вы входили в нормальной уличной одежде, там переодевались, после чего лошадь тащила вашу кабинку в воду. Там вы по ступенькам сходили на бешеную глубину по колено и резвились там, часто под защитой ширмы, скрывавшей вас от посторонних глаз. Мужчины, обратите внимание, в это время уже купаются в чем-то среднем между нижним бельем и современным спортивным костюмом. Первыми женщинами, осмелившимися в самом начале века показаться в трикотажном трико, были, разумеется, профессиональные спортсменки. Но они в таком виде могли выступать, не отдыхать. Когда австралийская рекордсменка по плаванию Аннет Келлерман в 1907 году появилась на публичном пляже в США в своем облегающем купальном трико, американская полиция арестовала ее на месте за непристойное поведение.
На фото кажется, что купальный костюм Келлерман был очень скромным. Но на деле купальники из шерстяного джерси создавали много проблем. Тонкий трикотаж, намокая, растягивался, облегал все, что мог, выдавая каждую анатомическую деталь, и постоянно сползал. Мужчины должны были носить купальные костюмы с пришитой мини-юбочкой, прикрывавшей чресла. Без нее тогдашние купальники были уж очень откровенными, и возмущение общественности было непритворным. Наконец, в 20-х годах американская компания Jensen выходит на рынок с купальниками из принципиально нового материала – трикотажа с включением резиновой нити, делавшие купальник тугим и эластичным. Переснарядив вязальные станки для изготовления манжет-свитеров, навязку цельных купальных костюмов, плотно облегающих тело, открывающих ноги до верхней трети бедра, включавших в себя подшитую очень короткую юбочку и практически не отличающихся в мужском и женском варианте, Jensen реформировали пляжный отдых. Это были настоящие спортивные купальники, продававшиеся под слоганом «не купаться, а плавать». Однако на городских пляжах полиция продолжала контролировать приличность вашего костюма с линейкой, и нарушители арестовывали, и по этому поводу сохранились непостановочные фотографии. Только на частных пляжах прогрессивной Европы мужчины могли показаться без майки, с голым торсом. В Америке же все мужчины, пытающиеся подвернуть вверх и продемонстрировать грудные мышцы, рисковали арестом до середины 30-х годов. Купальники были только малой частью новых предметов потребления, вызванных к жизни пляжной культурой. Как только появился спрос, тут же возникло широкое предложение. Сам пляж был бесплатным, но деньги можно было заработать на том, чем люди на нем занимались. Вокруг отдыха на море выросла целая экономика. Кремы для загара, кремы от загара, пляжные халаты и полотенца, зонты и тенты, раскладные стулья и шезлонги, резиновые купальные шапочки и солнечные очки, складные кабинки для переодевания, потому что никто уже не ездил в воду на фургоне, запряженном лошадью, и целые линейки одежды для отпуска на взморье. Тут же подтянулись и поставщики услуг, продавцы прохладительных напитков и мороженого. Тележки с хот-догами подъезжали прямо к песку. Предприимчивые местные жители предлагали услуги фотографа, делая семейные снимки на фоне. На многих курортах можно было нанять инструктора по плаванию или серфингу. Владельцы лодок предлагали приезжим короткие экскурсии или рыбалку. И многие курорты построили пирсы с танцевальными залами и казино, понимая, что любители пляжного отдыха захотят продолжать развлекаться и после захода солнца. В начале 20 века европейские континентальные курорты, как правило, были более снисходительны к таким вещам, как азартные игры и даже принятие солнечных ванн обнаженными, чем британские и американские. Это привлекало туда значительный круг туристов, жаждущих оторваться по полной. Уже в 1920-х годах на некоторых немецких курортах возникло нудистское движение. Нишевая, но заслуживающая внимания тенденция, которая позже привела к появлению официальных нудистских пляжей. Кстати, о нудистах. Я публикую свои видео в 3 местах: на YouTube, на Boosty и на Патреоне. Если вы смотрите этот ролик на какой-то другой платформе, это пиратская копия. К 1930 году люди уже забыли о том, что совсем недавно они ходили на пляж исключительно, чтобы поправить здоровье. Теперь день на море означал купание, игры, беготню, мороженое, аттракционы и флирт. Юноши и девушки без шаперонов играли в волейбол смешанными командами, катались на досках и надувастиках, распивали алкоголь и в целом вели себя совершенно возмутительно с точки зрения начала века. Но пляж принес и новые виды опасностей. И я не говорю об опасности для вашей репутации. Учитывая нужды менее атлетичных граждан, промышленность резво откликнулась выпуском разнообразных надувных плавсредств, от больших разноцветных мечей до кругов и матрасов. Теперь каждый, кто даже не умел плавать, мог пуститься на волю волн на персональном красочном надувастике.
плоде конверсии военных заводов. Спустя пару десятков лет утилитарные десантные понтоны выродились в надувных животных – уточек, коней и зебр, на которых забавлялись дети. И кого-то периодически начало уносить течением в открытый океан. В начале 20 века большинство взрослых людей на пляже просто сидели под зонтами. Развлечения на море ограничивались хождением по набережной, любованием лодками, возможно, одной-двумя прогулками на ослике. Никто не забегал в воду с гиканьем и визгом, никому в голову не прилетал ни волейбольный мяч, ни летающая тарелка. Но по мере того, как пляжи заполнялись солнцепоклонниками в минимальных костюмах, они становятся местами активного отдыха и занятий спортом. Пляж превратился в общественную игровую площадку, где люди всех возрастов плавали, резвились и рисковали жизнью новыми интересными способами. Все больше людей обоего пола училось плавать. Океанские заплывы и гонки на длинные дистанции стали знаменательными событиями в 1910-х и 20-х годах. Пока Амелия Эрхарт перелетала Атлантический океан, Гертруда Эдерли переплывала Ла-Манш. Она стартовала во Франции в 7 утра 6 августа 1926 года и вылезла на берег в Англии 14 часов и 34 минуты спустя. Первым человеком, который ее встретил, был британский миграционный офицер, который попросил паспорт у, как он выразился, дезориентированного, насквозь промокшего подростка. Следующим после плавания пляжным развлечением стал серфинг – древний полинезийский вид спорта, который белые люди привезли из Гавайев в Калифорнию и Австралию. Поначалу у серферов были огромные деревянные доски, с которыми было очень тяжело управляться, что делало спорт элитарным. Пока в Калифорнии местные пионеры серфинга не начали экспериментировать с более легкими досками, превратив серфинг в массовое помешательство. К середине века серфинг стал не только видом спорта, но и основой особой субкультуры. Серфер уже не хобби, это судьба и мировоззрение. В XIX веке люди не умели плавать и поэтому тонули редко, только в случае кораблекрушения. А теперь все, кому не лень, лезли в воду, и число трагедий на воде росло экспоненциально. Люди, никогда не бывавшие на море и понятия не имевшие об опасности отбойной волны, водоворотов и коварных подводных течений, не имели никакой информации и храбро лезли в пасть океану себе на гибель. К 1910 годам в Соединенных Штатах ежегодно тонуло более 9 тысяч человек, ошеломляющее число, привлекшее обеспокоенное внимание общественности. В Сан-Диего в 1918 году 13 человек утонули за один день, что привело город в ужас и привело к созданию одной из первых городских пляжных спасательных служб. На пляжах появились буйки, за которые не заплывать, а в особо опасных местах ограждения с веревками. Поначалу городские полицейские проводили спасательные операции на воде, но они были чрезвычайно неэффективны. Муниципалитеты и благотворительные организации начали готовить добровольцев для работы спасателями. И к 1920 годам спасатели в красных купальниках стали неотъемлемым атрибутом популярных пляжей по всему миру. С появлением концепции пляжного отдыха городам также пришлось переосмысливать свою стратегию отвода нечистот. В начале 20 века многие приморские города еще без зазрения совести выбрасывали сточные воды прямиком в ближайшее море. Большинство городских пляжей были порядочными помойками. Но если город осознавал, что из пляжа можно сделать машину для выколачивания денег, он нанимал команду уборщиков и развешивал повсюду таблички «Убирайте за собой». Ранее бессмысленная береговая линия, где бывали только рыбаки, превратилась в источник дохода, который нужно было беречь и при необходимости даже создать из ничего. С изменением отношения к пляжному отдыху туризм в приморские страны вырос как никогда раньше. То, что когда-то было уделом аристократов, теперь стало массовым явлением. Миллионы людей стремятся провести отпуск на побережье. Развитие транспорта дало возможность реализоваться этому новому спросу.
Появились новые курорты, расширялись старые, и целые береговые линии преображались. Вообще, что такое пляж? Пляж – это полоса осадочных пород, образовавшаяся вдоль берега больших водоемов – песка, гальки или ракушечного боя. Треть береговых линий Земли занимают песчаные пляжи. Но это не широкие пляжи, по которым нужно долго прыгать по горячему песку, пока не доберешься до воды. Большая их часть довольно узкая и при приливах почти целиком уходит под воду. Мы застаем героев романа Скотта Фицджеральда «Ночь нежна» в их 1925 году на Ривьере за тем, что они физически делают для себя пляж, расчищая прибрежную полосу от камней и водорослей. Многие современные знаменитые пляжи – дело рук людей. Но, конечно, не отдельных энтузиастов с граблями, а городов, осознавших важность этой статьи дохода. На месте знаменитого пляжа Вайкики на Гавайях еще в начале 20 века были заболоченные низины, где местные разводили рыбу. Натуральный пляж вдоль кромки океана был узок и постоянно изменялся естественной эрозией. Когда мода на серфинг повлекла на Гавайи толпы туристов, губернатор острова приказал, во-первых, построить дренажные каналы для отвода воды и осушения береговых территорий, а потом из Калифорнии баржами было привезено 200 тысяч тонн песка и рассыпано на Гавайский берег. Разумеется, знаменитые серфинговые волны немедленно попытались смыть этот песок в океан. Поэтому были построены волнорезы, и пляж Вайкики пришлось периодически подкармливать песком, пока он не стабилизировался и не превратился в один из самых знаменитых курортных зон в мире. Что же касается Ривьеры, то идея, что на южном побережье Франции и Италии вообще можно отдыхать летом, распространилась только после Первой мировой войны. В XIX веке европейская элита ездила на теплое море зимой, убегая от родных морозов. Королева Виктория проводила зимы в Ницце, царь Александр II часто ездил на Лазурный берег. К концу века в Ницце проживало 25 тысяч иностранцев, которые построили там великолепные виллы и знаменитую английскую набережную. Но никому не приходило в голову оставаться там на лето. Кондиционеров не было, и было неясно, зачем торчать в Каннах или Монте-Карло в удручающей жаре. Летом все светские люди перебирались в более умеренные широты – в Девиль, в Британь. Лазурный берег пустел, там оставались только местные, терпеливо ждавшие нового зимнего сезона. Пока в 20-е годы США не переживает экономический бум. Доллар стоял очень высоко к европейской валюте, а сухой закон сильно мешал американцам получать удовольствие от вновь обретенного материального благополучия. Американцы, надо заметить, в большинстве своем живут в субтропическом и тропическом климате, и их не так беспокоила жара, как северных европейцев. И они бодрым потоком устремились летом на пустующую ривьеру, превратив Лазурный берег в символ летнего пляжного гламура. Спустя еще 10 лет ривьера переживает столкновение культур. В 1936 году французское правительство приняло первый в истории закон, гарантирующий оплачиваемый двухнедельный отпуск всем французским рабочим. Внезапно миллионы представителей французского рабочего класса, у которых никогда раньше не было отпуска, смогли позволить себе скромную поездку. И они занялись внутренним туризмом, отправились прямиком на средиземноморские пляжи. Космополитичные завсегдатаи французской ривьеры были шокированы нашествием невоспитанных фабричных рабочих, которые наслаждались своим первым оплачиваемым отпуском на море. Это был явный признак того, что пляж больше не только для богатых, он демократизировался. Пляж стал уникальным местом, где классовые различия стирались. Все люди в плавках были равны. На что это вы так уставились, барышня? Со мной это постоянно происходит. Я тоже его узнала. Его фото было в Vanity Fair. Vanity Fair? Будьте добры, проходите. Он ждет сигнала со своей яхты. Его яхты? Пляжный бум 1930-х сопровождался появлением новых туристических направлений. Пляжи Испании начали зазывать к себе иностранцев. В Калифорнии появилась целая сеть пляжных городков – Санта-Моника, Венес-Бич, где круглый год было лето и идеальная погода.
Правда, не очень теплый океан. Зато рядом был Голливуд, и побережье радостно подключилось к ночной жизни фабрики грез. Флорида превратилась из комариного болота в зимний рай. Бейрут в 1920-е годы стал известен как ближневосточный Париж из-за своих пляжных клубов и променадов. Но потом, конечно, люди все испортили. А после Второй мировой войны, когда появилось доступное авиасообщение, новые далекие пляжи на Карибах и в Юго-Восточной Азии станут новыми целями для международных курортников. Однако многие знойные места не смогли по полной реализовать себя до массового внедрения кондиционеров. Даже привычные к жаре люди не желали поджариваться в экваториальных областях до самых 1970-х. Но зато теперь Египет, старый туристический маршрут, куда раньше ездили с образовательными целями, смотреть на пирамиды и фараонов, железно ассоциируется с пляжным отдыхом. То же самое Турция. Оглядываясь назад, мы видим, какой поразительный культурный сдвиг произошел в первой половине XX века. Представление о том, что женщины дефилируют в раздельных купальниках из 3 маленьких треугольничков лайкры, было абсолютно немыслимым в начале века, скандальным и вызывающим в 30-х годах, и стало совершенно обыденным к 60-м. Еще в начале века только аристократы ездили в недавно ставшие модными приморские курорты, чтобы поправить здоровье. Массового туризма не существовало. Выходные дни и отпуска, если они у вас были, люди проводили дома. Если вы смотрели «Аббатство Даунтон», вы, возможно, помните, как всей прислуги большого поместья устраивают на день выезд к морю, и как все поражены и счастливы этому очень скромному и тихому по нынешним меркам пляжному отдыху. В 1922 году на 1 день посидеть на песке. Вдохнули, выдохнули и назад на работу. В течение 20 века отдых сам по себе приобрел респектабельность. Даже в форме бессмысленного валяния в шезлонге. В XIX веке даже праздный класс все время был чем-то занят. Образованием, искусством, светской жизнью, охотой, благотворительностью. Люди не могли просто сидеть сложа руки, это было грешно. Сейчас же общество стало воспринимать непродуктивный отдых как заслуженную передышку, необходимую для здоровья и даже как хороший признак сбалансированной нормальной жизни. То есть пляжи стали культурными ландшафтами, отражающими меняющиеся ценности и образ жизни. От бледного аристократа под зонтиком до бронзового обывателя на водных лыжах, от робких купаний за ширмой до толкотни на песке и в воде, от лекарственных солнечных ванн до солнцезащитных кремов, эволюция пляжного отдыха является захватывающей главой в социальной истории. В следующий раз, расстилая полотенце на песочке жарким днем, вспоминайте, что вы присоединяетесь к традиции, которой, как ни странно, едва исполнилось 100 лет. Всего вам доброго, не засните на солнце и ставьте лайк. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1-м уровне подписки. На 2-м же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников.
Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.